Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на 2024 год. Смотрим предстоящий событийный ряд, какие энергии войдут в этом году, что необходимо будет проработать, но мы поступим следующим образом. Текущий расклад я буду выполнять по своей авторской методике, и это будет прогностический расклад по принципу, что у вас должно состояться, произойти. Для тех, кто у нас ждал расклад на 12 домов, я его тоже выполню, но он будет с позиции аналитики, что по каждому из домов вам необходимо будет в течение года проработать. Те, кто по ряду причин не успел посмотреть расклад на 23 год, я понимаю, что он уже не актуален, но есть одно но. Вы можете его посмотреть, чтобы сопоставить, какие события у вас произошли и по какому из знаков, если у вас асцендент в другом знаке, в большей степени отыгрывается расклад. То есть что для вас актуально, Солнце или асцендент. Поэтому это, знаете, как такая дополнительная подсказка, чтобы найти резонанс с колодами. Ну а мы приступаем. Сегодня мы будем работать и с Golden Tree Таро, а также Dream Spell Таро. Поэтому начнем. Будем смотреть, что же вам подготовила Вселенная на год дракона, высокосный год. Итак, вопросы карьеры, бизнеса, работы. Падает карта суд. Зачастую то, как у меня проигрывается этот аркан в практике, это или кардинальная смена деятельности, то есть вы, допустим, работали в одной нише, можете совершенно уйти в другую реализацию. Или же восстановление на прежних позициях. Ну, например, вы были в декрете, вернулись в ту нишу, в которой работали, или же наоборот. Ранее, я образно говорю, там занимались кондитерством, потом ушли в другую специализацию, а теперь вас обратно потянуло на прежнюю нишу. Потому что суд, это, знаете, как заняться тем, к чему кипит душа. То, чем занимались ранее, то, что вас радовало. Поэтому у вас могут быть такого рода глобальные перемены. Давайте смотреть и раскрывать, что же у вас здесь будет по факту. Итак, что мы видим? Мир, жрец, тройка чаш. Ой, насколько для вас будет значима сфера карьеры, бизнеса и работы. Это просто потрясающие арканы, потому что, во-первых, здесь действительно обучение, здесь выход на новый уровень, здесь получение счастья, радости от реализации. Это востребованность, это успех, это рост вашего авторитета. То есть, о чем говорят арканы? Если на текущем этапе вы не работаете, работать по ряду причин не можете, то есть вы пенсионер в отпуске или вы домохозяйка, мама в декрете и так далее, то карты показывают, что вы обретете те навыки и знания, которые вы, по сути, будете транслировать в социум, ну, возможно, посредством интернета. Например, репетитор, наставник, или вы просто будете делиться опытом, заведете там свою страницу в Инстаграм или свой канал на Ютубе, где будете делиться какими-либо, во-первых, и вашим любимым делом, увлечением, и, допустим, полезными советами. Потому что эти карты — это как делиться опытом, обучать, быть наставником, быть мотиватором и, как следствие, через это получать свою реализацию. Если же вы, к примеру, у нас являетесь соискателем, работу однозначно найдете, будет это выполнено при помощи ваших знакомых, вашего окружения, которое в этом вопросе вам посодействует. И как мы видим, здесь и может быть еще как обучение за счет компании, реализация ваших возможностей. Если вы у нас наемный сотрудник, здесь повышение по карьерной службе, здесь для вас дополнительное обучение, курсы, мастер-классы и так далее, то есть то, что позволит вам расти личностно. А если вы владеете собственным бизнесом, то это, конечно же, расширение вашей деятельности и более того, как вы можете, допустим, обучаться, так и вы по аркану суд можете просвещать массы, то есть делиться каким-то опытом. Это курсы, мастер-классы, это бизнес-тренинги, когда вам есть, так сказать, что сказать, что донести окружению, социуму, вот вы будете этим заниматься и, конечно же, черпать в этом воодушевление, энергию, радость, счастье, потому что здесь идет востребованность, реализованность, и, конечно, вас это будет мотивировать и подстегивать. То есть в плане карьеры у вас шикарные арканы. Смотрим финансовую сторону вопроса. Повешенный. По повешенному, что можем сказать? Или же у вас в лучшем случае здесь могут быть пассивные источники дохода. Что значит пассивные?
Пассивные, то есть это вы можете получать какой-то доход от дивидендов, или вы получаете какие-то дотации от государства, там пенсию, субсидии, дотации, выплаты. Или опять же вы можете находиться у кого-то на содержании. То есть это не вами активно заработанные деньги как таковые. Или вы во что-то инвестировали и как следствие получаете доход. Плюс, помимо всего прочего, доход здесь может быть, но жить в режиме экономии ради каких-то глобальных целей. Ну, например, вы берете там кредит, ипотеку, рассрочку, и как следствие ради вот этой великой какой-то благой цели придется жертвовать какими-то хотелками. Смотрим, так ли это по факту. Что у вас здесь? Что здесь? Смотрите, справедливость, 8 мечей и колесо фортуны. Справедливость – это официально оплатить какие-то кредиты, рассрочки и прочее. 8 мечей – это себя ограничивать, но видите, по колесу фортуны ради каких-то более высоких целей или идеалов. То есть вы купили там квартиру или машину, или вы копите себе на дорогостоящее обучение, или может быть там, пластику, если вам это необходимо, то есть вопросы связаны со здоровьем. То есть или в целом во что-то, знаете, как вложиться, потому что эти карты – это как преследовать благую цель, в чем-то себе отказывать ради большего. Вы можете сказать, если отказывать, деньги не придут, деньги любят работать, я это прекрасно понимаю, но конкретно в вашем случае, в вашей ситуации, это действительно вопросы накопительства или активного погашения кредитов, долгов, финансовых обязательств, то, что вам позволит стать и финансово свободными и обогатиться. Еще как пассивный источник дохода, но сейчас я открою, мне прям интересно. Может быть ситуация выигрыша в лотерею, действительно. Смотрим с вами дальше по ситуации, о чем здесь карты говорят с точки зрения здоровья. По здоровью дьявол. Кстати, я не знаю почему, но прямо у многих падает этот аркан на здоровье. Эта карта не является позитивной на здоровье, но важно понять ее энергии и принять, и проработать. Что именно? Дьявол – это всегда созависимость, а именно зависимость от протокола лечения, то есть курс лечения, который нужно пройти или выполнить. Зависимость от препаратов, которые вам нужно будет, допустим, принимать на ежедневной основе энный период времени. Дальше, прорабатывать зависимости в целом, то есть алкогольную, табакокурение, там, расстройство пищевого поведения, то есть у каждого свое, но здесь как раз работать над тем, что негативным образом влияет на ваше состояние здоровья. Конечно же, это могут быть и эмоциональные зависимости, которые вас там доводят до невроза, и как следствие потом по психосоматике летит все состояние здоровья в целом. Поэтому посмотрим, раскроем, о чем говорит эта карта и что вам нужно будет здесь делать. Так, рассматриваем. Что мы здесь видим? 2 мечей, 3 монет, 6 чаш. Во-первых, карты говорят о том, что у некоторых из вас может быть такое рвение, именно повышенный трудоголизм, который негативным образом может сказываться на вашем самочувствии. То есть это та ситуация, когда вы там пашете по 12, 14 и более часов в сутки, вот одержимы своим делом, своей идеей или карьерным ростом, и это сказывается по ситуации. Дальше. К сожалению, карты показывают, что в рамках года здесь могут быть проблемы со зрением. То есть зрение может быть падать, или глаза будут подвержены воспалительным заболеваниям, будь то там конъюнктивит, ячмень и так далее. Будьте здесь осторожны. Потому что если связано это со зрением, то по дьяволу зависимость. То есть это либо носить оптику, очки, либо по ситуации здесь делать лазерную коррекцию зрения для того, чтобы избежать этой ситуации. В остальном, если смотреть, я не вижу у вас тут каких-то глобальных проблем или нарушений. Тут в большей степени это то, что связано с вашими глазами. Поэтому акцент на них. Смотрим вопросы личной жизни. Что у вас здесь по личной жизни? По личной жизни император. Карта стабильности, карта контроля. Почему? Потому что, во-первых, вы сами выстраиваете личную жизнь в том ключе, в котором вам необходимо, весь мир у ваших ног. Для тех, кто у нас свободен, для девушек, женщин, конечно же, это обретение партнера. Для мужчин это становление себя, то есть состояться в роли партнера, супруга, может быть, отца. Для тех, кто, опять же, в любовном треугольнике,
Здесь как бороться за стабильность, возможно, будете определяться с отношениями, с кем хотите быть. Ну а те, кто в стабильном союзе, это укрепление ваших связей. Если встречались, сожительствовали, здесь может быть ситуация брака. Если вы уже в браке, это может быть, знаете, как больше заботы, внимания ко второй половине с целью укрепления ваших связей. Опять же, по императору это как взять за основу еще какие-то новые нормы. А именно, может быть, праздновать годовщины какие-либо именно вашей пары. Там, день знакомства или там дата росписи. Ну, не важно, что у вас здесь. Но по императору это в первую очередь вы понимаете, что насколько для вас значима эта сфера, да, и что со всем этим нужно делать. Сейчас раскроем. Секунду. Тройка жезлов, девятка монет и семерка чаш. Здесь акцент все-таки ваши действия на исполнении мечты своей или второй половины. Баловать. Причем, видите, здесь как баловать финансово. И самому или самой от этого получать удовольствие. Итак, для тех, кто свободен, здесь действительно может быть знакомство. И знакомство как исполнение мечты. Потому что через этот союз вы будете поднимать свою самооценку. Тройка жезлов и девятка монет – это, знаете, как самоутвердиться. Это в первую очередь осознать свою ценность, свою значимость и то, насколько вами дорожит ваш партнер или партнерша. Если вы у нас в любовном треугольнике, то есть понять и осознать весь спектр ваших эмоций, понять глубину ваших чувств и кому они в большей степени проявлены, и как следствие в этом направлении двигаться и эти отношения развивать. То есть как будет выбор, с кем остаться, от кого уйти. Если вы в стабильных союзах, это совместные действия, направленные на исполнение каких-то совместных желаний, то есть будь то отдых, путешествия, знаковые покупки, потому что тут ключевым является, вот видите, как финансовые траты на совместные мечты. Поэтому это, знаете, как будет вас в некой степени сплочать. Опять же, это могут быть взятые совместные финансовые обязательства. Например, вы приобретаете там дом, или там земельные участки, или вы вкладываетесь в совместный бизнес, потому что здесь как два в одном. И обрести финансовое благополучие, самодостаточность, ну и, конечно же, исполнить какие-то цели и задачи. Смотрим неожиданность периода, что у вас здесь. Что у вас? По умеренности. Обретение баланса, комфорта, стабильности. То есть это акцент, когда вы понимаете, что нужно гармонизировать все сферы жизни для того, чтобы ощущать себя максимально счастливыми и чувствовать полноту жизни. Конечно, карта может сама по себе говорить о балансе, когда вам нужно выровнять вот этот вот баланс работа, личная жизнь, или вопросы режима дня, вопросы питания. То есть, знаете, как чтобы во всем была вот эта вот самодостаточность и чувство умеренности. Раскрываем, смотрим. О чем у нас здесь идет информация? Повешенный, двойка чаш и двойка монет. В первую очередь речь идет о эмоциональном плане, то есть научиться быть человеком дипломатичным, человек, который не то чтобы умеет свои эмоции гасить, но не быть гневливыми, не быть агрессивными, то есть не пытаться там, знаете, как вспылить по какой-то мелочи, то есть контролировать свои эмоции, прорабатывать вот эти, может быть, какие-то раздражающие факторы или негативные установки. Кстати, у некоторых из вас это будет за счет ситуации, когда ваш партнер или партнерша вас направили, а именно в эзотерику, причем это может быть йога, пилатес, это могут быть духовные практики или взаимодействие с психологом, потому что здесь стабилизировать психоэмоциональный план. Ну и, конечно же, обретение гармонии, благосостояния у кого-то за счет построения отношений. Потому что когда имела место быть, допустим, нестабильность, или вы ощущали себя одинокими, то вот эти карты показывают, что вот по повешенному идет переоценка системы ценностей, осознание, то, какой партнер вам нужен, что вам для этого нужно сделать, и построение, конечно же, отношений. Причем открываю для вас колоду, здесь ложится шестерка мечей. Знакомство для тех, кто свободен, может состояться или за рубежом, или на расстоянии. В целом, если смотреть еще, что здесь, повешенный — это также в какой-то степени карта аскезы. И двойка чаш и двойка монет — это выбирать лучшее для себя, то есть то, что вам во благо. Это еще, знаете, как быть избирательными в плане приема пищи или отказа от каких-то вредных привычек, потому что вы осознаете и понимаете, что, допустим, это может вам вредить. Смотрим, о чем будут говорить арканы по другим сферам. Итак, карта года, карта совет, что уйдет и что придет.
Что же у вас здесь? Итак, карта года. Карта года у вас здесь ложится аркан Отшельник. Отшельник — это, знаете, как такая позиция желания углубиться в себя, понять себя, прочувствовать себя. То есть это такая очень глубокая работа над собой, взаимодействие с вашим бессознательным, с вашим подсознанием. То есть понять, чего вы истинно хотите в жизни, как вам нужно развиваться, что нужно сделать для духовного роста, как найти свой жизненный путь и как, так сказать, на этом пути закрепиться. Помимо всего прочего, сам по себе аркан очень часто у нас говорит о мыслях и планах на будущее, а именно, как я буду коротать свою старость, будет ли она комфортной, будет ли она обеспеченной, потому что здесь цели и задачи подумать о будущем, каким оно для вас будет. Опять же, забота о зрелых, о пожилых родственниках, взаимодействие со страховыми компаниями, пенсионными фондами или просто, знаете, как позиция накопить себе на старость. В некоторых случаях это может быть потребность в уединении, даже не с позиции быть один на один, а может быть со своим партнером или партнершей, но знаете, как минимизировать общение с социумом. Это попытки насладиться текущим моментом, вобрать, впитать в себя эти эмоции. Ну и, конечно же, карта Отшельника говорит о ситуации, когда вы можете углубиться с головой в какое-то любимое дело или задачу, и у вас просто не будет времени и возможности очень часто общаться с друзьями, знакомыми, то есть взаимодействовать с социумом. Смотрим, как раскрывается для вас эта карта. Рыцарь Пентаклей, рыцарь мечей, и у нас здесь падает карта Башня. Но здесь в первую очередь это не то, чтобы быть домоседом, но это акцент. У кого-то будет действительно цель, стремление и желание, а именно заняться вопросами недвижимости, будь то купля-продажа, ремонт, обустройство, потому что, видите, вот я строю свою структуру, я строю свою крепость, тем более рыцарь монет — это медленно, это планомерно. Рыцарь мечей — это все просчитать, проанализировать, то есть избежать каких-то рисков. И еще, кстати, эти карты действительно могут говорить о ситуации, что если у вас, вдруг вы проживаете в каком-то нестабильном регионе, где может быть какие-то боевые действия или конфликтные ситуации, то это как временно покинуть этот регион до тех пор, пока не урегулируется та ситуация. Потому что по этим картам это, видите, как вот попытки избежать ситуации, там быть в горячих точках. Что уйдет? Что уйдет в рамках этого года? По аркану справедливость. Это какие-то юридические проблемы, особенно если у вас были суды, были какие-то затянутые процессы, исковые обязательства, раздел имущества или просто вы решали какие-то нюансы с админштрафами или еще с чем-то. То есть все, ситуация для вас в этом году завершится. Ну и, конечно же, здесь может идти пересмотр системы ценностей. То есть вы можете стать менее критичны, менее придирчивы и проработать эту ситуацию как ты ко мне, так и я к тебе. То есть пересмотреть свое отношение к людям, к социуму как таковому. Раскрываем, смотрим, что здесь по факту. Девятка мечей, жрица, и у нас падает пятерка мечей. Это в первую очередь преодоление своих комплексов, своих страхов, неуверенности в себе. Ситуация, когда вы слишком переживали из-за чужой критики или боялись чужой критики. В первую очередь это касается тех, кто, допустим, начинал какое-то свое дело, свое движение, потому что боитесь неприятия, осуждения социума, боитесь ситуации, когда вас могут неверно понять. И опять же, если здесь у кого-то шли там разделы имущества, какие-то болезненные ситуации, то они для вас будут завершены. И если вы здесь переживали, у кого-то имело место быть проблемы или боязнь уголовной ответственности, то по девятке жезлов можете здесь не бояться, потому что ситуация для вас завершится в позитивном ключе. Смотрим, что придет. Но по влюбленным помощь, поддержка, взаимодействие. Ну и, конечно же, вопросы личной жизни для тех, для кого они актуальны. Если вы свободны, то обретение партнера или партнерши. Если в треугольниках, то определиться с выбором. Если в стабильных союзах, то это укрепление взаимоотношений. Ну и помимо всего прочего, это, знаете, как обретение круга друзей, единомышленников, которые вас поддерживают, могут прийти на помощь в трудную минуту. И вообще сам по себе аркан влюбленные — это карта глобального выбора. То есть в течение года будет ряд ситуаций, когда вам нужно будет принимать значимые решения. Ну, например, там уйти или остаться, там переезжать или не переезжать, стоит ли открывать дело или не стоит. То есть это вот какие-то глобальные вещи, которые повлияют на все сферы жизни. Смотрим, что здесь по факту.
Сила, король чаш и восьмерка чаш. И дном колоды у нас туз жезлов. В первую очередь карты говорят о ситуации, о том, что здесь будет поддержка вам со стороны в тех ситуациях, где у вас опускаются руки. Потому что сила, король чаш, конечно же, это может быть поддержка и взаимодействие с человеком водной стихии, рак, скорпион или рыбы. Тут может идти речь о мужчине. А может идти речь о взаимодействии с психологом, который, по сути, настолько поменяет ваши взгляды на жизнь, вытянет вас из какого-то апатично-депрессивного состояния. Потому что, смотрите, дно колоды туз жезлов, он здесь ложится не просто так. Это как новая энергия, это мотивация, это новый стимул, это новая возможность. Вот как рост. Знаете, хочу жить, творить, любить. Вот с таким вот посылом вы будете входить в 2024 год и себя ощущать. Если будем смотреть в плане личных отношений, туз жезлов это, конечно же, страсть, это увлечение, сила, король чаш и восьмерка чаш. Да, это отношения, в которых вы будете прорабатывать очень глубоко свои чувства, свои эмоции, свою эмоциональную зависимость. Потому что вот восьмерка чаш это научиться, во-первых, говорить о том, что вас, возможно, не устраивает, то есть не замалчивать или доносить это мягко, потому что эта карта, когда ваши эмоции вас сжирают изнутри. А все почему? Потому что вы не умеете правильно, открыто и честно во многих ситуациях вести диалог. Вот это для вас будет такая, знаете, как кармический узел, который нужно будет в этом году проработать. И смотрим карту совет. Маг. Маг это, конечно же, научиться брать ситуацию, контроль своей жизни в свои руки. Понять и осознать, что вам подвластно абсолютно все. И вы в жизни будете тем, кем вы себя создадите. То есть вот сколько усилий вы приложите, того результата вы достигнете. Поэтому если у вас остались по-прежнему шаблоны, что мне там не позволяет возраст, или я не в том месте, не с теми людьми, это все в вашей голове. По сути, это все можно изменить, было бы желание. То есть начните с малого. Если вы там хотите шикарную фигуру, то поднимаем пятую точку с дивана и занимаемся хотя бы дома. Если нет финансовой возможности там, на тренажерный зал или в вашем регионе его, допустим, нет. Бывает всякое, может, вы там в гараж живете. Опять же, хотите уровня мастерства и профессионализма, учитесь, оттачиваете и, как следствие, раскрываете себя. Бывает, конечно же, ситуация, когда вы не можете справиться с какой-либо проблемой или ситуацией, вам нужна помощь специалиста, то здесь в этом случае маг говорит о том, что не затягивайте, не надейтесь на авось, а действительно обращайтесь к толковым профессионалам. Ну, к примеру, если вы не сильны в юридических вопросах, то чтобы, так сказать, не затягивать себе петлю на шее, ну, допустим, вы пакет документов восстанавливаете или есть ряд каких-то проблем, обращайтесь к специалисту, да, это будут деньги, может быть, деньги немалые, но по факту для вас это сэкономит и ваши нервы, и расходы, и быстрее решит вашу ситуацию. Смотрим, раскрываем этот аркан. Что у вас здесь? Снова падает маг, солнце и туз жезлов. Слушайте, ну вот последняя триада вам прям как запечатывает всю ту информацию, которая идет прям в яблочко. То есть сделать себя счастливым можете только вы сами. И я могу сказать, что в течение этого года у вас появится масса возможностей, ресурсов и людей в вашем окружении, которые вас пробудят ту энергию, которая давно спала. Потому что маг, солнце и туз жезлов — это обретение счастья. Для некоторых это раскрытие потенциала. Для некоторых это новый социальный статус, потому что там, не знаю, стать супругом или женой, или вопросы деторождения. Все три аркана также, кстати, об этом говорят. Но в целом это, наконец-то, знаете, такое ощущение внутреннее. Вот я здесь, я на своем месте, я иду своим путем, я реализован или я занимаюсь любимым делом. То есть это вот осознание смысла жизни, ну и выполнение основных своих кармических задач. Поэтому карта у вас здесь потрясающая, год действительно вам благоволит, поэтому действуйте, все у вас будет получаться. В свою очередь я от себя хочу, от всей души вам пожелать года благостного, вам счастья, здоровья, вам взаимной любви, финансовой стабильности, которая позволит и обрести финансовую свободу и реализовать все материальные мечты. Конечно же, ярких эмоций, полноты жизни, ну и исполнения всех ваших самых заветных желаний. Я вам желаю этого искренне, от всей души. Пусть Вселенная вам помогает, вас направляет и наставляет. И посмотрите, этот год будет одним из самых лучших у вас за последние годы. Я вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.